Всем привет, мои хорошие подписчики моего канала Лорочка Шьет. На сегодняшнем уроке я вам хочу показать, как покроить из своих старых штанишек или какие вам нравятся штанишки. Так что вы можете, если вы хотите, допустим, зимние, вы хотите что-то пошить себе или летнее, или вам надоело, или вам необходимо, или ребенку сделать. Ну, в общем, это предисловие. Что нужно для кроя? Я взяла, конечно, ткань, такую более она не летняя эта ткань, и мне хочется пошить штанишки. Это такой трикотаж, он немножко закручивается, но я вам покажу секреты, как легко кроить, чтобы оно не закручивалось, маленькие секреты. Для этого мне понадобится лак для волос. И для этого кроя ножницы, линеечка, мел. И все. Мы кроим спортивные брючки без выкройки по старым брюкам. Наша задача. Так как вы... Немножко не видно вам. Это сейчас я вам покажу край. Край моей, где край этого, где закручивается ткань, оно закручивается, видите, закручивается. Что я делаю? Я эту ткань брызгаю лаком вот так вот, побрызгала край, чуть-чуть расправила. И что я делаю? Я беру и вот так вот утюгом все выравнивается, оно все выравнивается, не закручивается. Просто этот трюк великолепный. И оно как бы такой вот идет, как он, немножко оно уплотненное, но дело в том, что оно это все выстирается, а для того, чтобы покроить наше изделие, оно не будет закручиваться, и нам будет удобно все это строчить, то есть кроить. Вот так вот еще пройдем. Все, нам лак уже не нужен. Утюг нам уже не нужен. Это мы ставим в стороночку, чтобы нам не мешало. Это все. Все для того, чтобы обработать край, чтобы не закручивался. Есть такие трикотажи, которые закручиваются. Это вот так вот можно сделать. Побрызгать лаком для волос и проутюжить утюгом. Это маленький секрет мой. Далее, что мы делаем? Для того, чтобы покроить брюки, спортивные брюки, нам нужно все это вывернуть наизнанку. И какой еще такой маленький тоже как бы секрет в брюках, когда мы кроим в крое. Мы должны вот эту вот часть ровненькая выложить так, чтобы она нам соответствовала по этому краю, вот по ровненькому. Потому что у нас должен баланс брюк быть очень... Я вот так вот выкладываю, даже я вам покажу где-то вот так вот, чтобы вам было видно. Мы начинаем с передней части. Так как у нас здесь подгиб идет, мы здесь оставляем подгиб на резиночку. Если мы хотим точно такие, вот мы вот так вот выкладываем вот ткань. Резинку я не снимаю, но я вам покажу, как правильно это сделать. Вот мы уравниваем вот так вот, чтобы у нас было все параллельно, все ровно. Если есть, нужно кромку, мы срезаем кромку. Здесь кромки нет.
И вот так вот намечаем, где у нас идет вот оверлок. Вот здесь вот оверлок. И вот так вот мы отмечаем, где у нас будет наша талия. Вот так вот мы вот отмечаем. Так как у нас здесь резинка, мы вот так вот периодически вот выкладываем, вот так постепенно. И вот передняя часть, она у нас внизу, потому что это здесь верхняя идет. И вот где у нас оверлок, мы вот так вот красивенько выкладываем и обводим. Вот где шов шаговой, мы ставим меточку, мы обвели, здесь у нас ровненько, и вот так вот у нас уже будет передняя часть. Дальше мы не двигаем, конечно, я это не скалываю, не накалываю, потому что нужно двигать. Дальше вот эту вот часть, которая у меня вот здесь вот расправляем, идет по передней половинке брюк. И вот так вот, так. Все, мы доходим до этого уровня, там, где у нас получается, у нас вот, где резинка уже сходится, мы не трогаем дальше. Просто мы проведем линию, оно нам выведет, как нам положено. И наметим там, где у нас длина низа. Если вы хотите длиннее, вы можете сделать длиннее. Все, теперь эта передняя половинка у нас уже как бы готова. Прошу прощения. Вот. Передняя половинка у нас готова. Что я делаю? Я вот беру лекало вот такое вот и вывожу так, чтобы была ровненькая линия. Вот и все. И вот у нас передняя половинка брюк готова. Я вот так вот беру линеечку и вывожу до самого низа. Здесь у меня тоже так же само до самого низа. Вот. И вывожу здесь, чтобы было перпендикуляр до этого. Потом мы уже определяем, у нас низ есть, мы определяем, что мы хотим, как у нас будет заворачиваться наш низ брюк. Я еще подумаю, как у меня будет. В принципе, у меня будет очень удобно, если я сделаю на ширину вот этой вот. То есть мне нужно одну ширину и еще одну ширину. И у меня будут брючки с таким манжетом. Я могу сделать или на резинке, или широкие на манжете. В общем, это уже дело. И здесь также само вывожу прямую линию, чтобы было под линеечку красиво. Оно все уже все сделано. Что дальше я делаю? Беру я заднюю часть половинки, где задняя у нас больше. Видите, это передняя часть, а задняя у нас идет больше. Что я делаю? Если у меня позволяет ширина ткани, я нахожу, я не хочу вот там, где сгиб, пускай оно будет у меня, и я нахожу, чтобы была прямая линия, именно долевая линия. Как можно сделать, чтобы проверить, чтобы было параллельно. Вот я, где у меня самая такая точка, у меня здесь 11, и здесь будет 11, вот так вот. Вот, значит, у меня будет прямая линия, вот так вот я наметила, будет у нас долевая нить, вот, потому что
нужно брюки всегда боковой выкладывать по долевой, чтобы когда изделие будет ложиться на нашей фигуре, чтобы не было никаких перекосов. Если не по долевой, значит будет казаться, что у вас изделие перекошено. Обязательно это нужно учитывать, так как все это нужно предусмотреть, чтобы все долевое было. Так, я укладываю боковой шов по боку, вот так вот. По боку я укладываю, и так, чтобы у меня вот наверх, вот где у меня будет идти, вот так вот идет у меня задняя половинка, потому что она идет наискосок. Она идет вот так вот наискосок, она чуть-чуть выше получается этой задней, передней половинки. Обязательно. Вот так вот оно. Что я дальше делаю? Низ я отмечаю вот так вот. Низ я отметила. Все, чтобы у меня длина низа. Потом мы будем регулировать длину, так как там длина низа. И вот так вот мы будем выкладывать заднюю половинку. Так же само бок до этого уровня, где заходит эта резиночка, мы ее все равно будем пускать по прямой. Мы не будем растягивать эту резинку, оно лишнее, и вытягивать это не нужно. Так, дальше что я делаю? Я вот так вот переворачиваю вот эту вот, чтобы половинку другую я делаю, чтобы даже можно будет вот так вот, видите, как вот все проверить, ширину этой задней половинки. Я намечаю, где шаговой там сзади, и выкладываю вот так вот. Смотрю, чтобы вот здесь вот было ровненько. И вот так вот отмечаю по верлаку наш низ. Вот так вот. И вот оно вот лежит вот так вот. Мы отмечаем, где у нас здесь. И потом вот так вот перекручиваем. Перекручиваем вот так вот, где у нас задняя половинка. Вот так вот, чтобы шов у нас этот был на месте, вот так вот. Все, и мы отмечаем вот здесь вот. Так, и там мы уже прямо пустим. И что у нас идет? У нас идет вот такая вот часть. Вот, у нас идет вот так вот. Идет задняя часть. Я по лекалу вот так вот вывожу. И вот так вот вывожу здесь также само линию. Вот. Эту я линию вывела, эту вывела. Все, я здесь наметила. И наши штанишки как бы уже у нас будут выкроены. Вот так вот мы выводим там, где у нас идет этот шов, и он продлевает вот так вот, продлевает вниз. Мы ничего не вымеряем, мы можем вымерять и посмотреть, как у нас будет это дальше, но во всяком случае это все будет правильно. Дальше что мы делаем? Вот там, где устанавливаем перпендикуляр, чтобы наши штанишки были низ ровный по направлению нити. Дальше что я делаю? Я отмечаю много линеек, и я отмечаю, как там внизу по передней половинке, я так и обрабатываю заднюю половинку. Что я делаю?
я эту заднюю половинку вот так вот устанавливаю здесь вот такой вот перпендикуляр, чтобы наши брючки, когда мы будем строчить, правильно ложились, не перетягивались, потому что наша длина будет меняться, ширина. Так что я здесь установила перпендикуляр. Здесь также само можете проверить, установить перпендикуляр. Вот он и здесь и есть. Но для того, чтобы вы поняли, что к чему, обязательно нужно устанавливать перпендикуляры. И также само, это нам линеечка уже не нужна, это то же самое. Также само нам нужно перпендикуляр на сантиметра 2, и здесь должен быть перпендикуляр, вот так вот. Потому что если я буду сострачивать брюки вот здесь вот так вот, допустим, брюки, чтобы они были прямо. А если мы не сделаем перпендикуляр, он у нас будет вот таким вот треугольничком. Тогда соединить с поясом будет сложно, надо будет подрезать. Обязательно вот этот вот трюк, вот этот секрет, самое главное. И по боковому так же само. Я здесь немножко срежу чуть-чуть. И по боковому тоже так же само, тоже должен быть вот здесь вот перпендикуляр. Обязательно. Что внизу перпендикуляр должен быть? Вот здесь вот перпендикуляр. И здесь перпендикуляр. И также вот здесь вот так же на сантиметра 2, если позволяет, вот так вот. Если у нас там задняя часть немножко выше, тоже должен быть перпендикуляр. Обязательно прямой угол. Можно треугольничек. И также само здесь должен быть прямой угол, чтобы не было вот такой вот треугольничка такого, когда мы будем втачивать пояс, нам будет очень плохо, там будет в таком состоянии плохом. И также само вот здесь вот у нас тоже должен быть хоть чуть-чуть маленький, на 2 сантиметра в одну сторону, 2 сантиметра в другую сторону. Обязательно так же само, где мы будем вниз брюк совмещать, обязательно так же само. И по передней половинке также наша вот эта вот часть должна быть вот так вот на сантиметр, 1,5-2, вот в таком состоянии должен быть прямой угол. Обязательно, потому что без прямого угла мы ничего не сделаем. Вот так вот. Тогда он нам показывает, как правильно должна ложиться средний этот шов, передний или задний. Очень-очень-очень советую это соблюдать, эти правила. Очень строго, потому что у вас будут потом проблемы, когда вы будете втачивать пояс. Так что, мои хорошие, вы очень внимательно, когда будете кроить, проверяйте эти все углы обязательно, потому что хоть 2 сантиметра, но 1,5 вы должны придерживаться этого прямого угла. Если вы не придержитесь, у вас будут проблемы с дальнейшими операциями, технологий. То есть вы это сделали неправильно, и оно вас потянет дальнейшее. Что я дальше делаю? Мне нужно выкроить пояс. Пояс у меня будет на такую ширину, вот на эту ширину, которая у меня линеечка, ширина линейки, сейчас я вам скажу, здесь 6 сантиметров, нет, 5,5, 5,5 и 5,5, и еще двойная вот такая вот, и у меня будет пояс. Потом, даже сейчас можно вымерить, сколько будет длина пояса.
Это несложно сделать. Вот меряем талию 25, 26, и вместе будет 92, то есть 52, прошу прощения. И вот так вот, вот это вот отмеряем по задней, и вот так вот проверяем, и без расчетов, без ничего мы себе выкладываем этот пояс. Вот так вот этот пояс будет у нас вот таком вот. И нам еще будет так и вот так вот. И нам нужно будет еще, это в развернутом виде будет, и еще все, я пояс это вымерила, я вам показала переднюю часть 2 раза, заднюю часть 2 раза, и вот это вот у нас будут брючки. Все, мы все это вывели на ткань. Весь крой у нас на ткани. Припуски нам делать не нужно, тем более это идет летняя ткань, а это теплая ткань. Она немножко больше пространства занимает, так что мы на швы не оставляем припуски. Как мы нарисовали, так мы и режем. Все, мои хорошие, смотрите, как я это разрезаю, подрезаю. Вот так вот. Вот я немножко срезаю здесь у меня, где по боковому. Я не хочу вот эту вот часть эту делать. Вот. Все. Низ вот так вот. Просто великолепно. Низ не закручивается. Оно вот такое вот плотненькое. Побрызгали лаком, и оно не скручивается. Так что вот такой вот маленький секрет я вам рассказала. Подписывайтесь на мой канал, чтобы просматривать маленькие секреты, которые вам будут полезны, если вы захотите что-то сделать для себя. Это очень полезные такие секретики маленькие в технологии. Очень, очень важно, потому что не все вам покажут и расскажут, как это сделать. Так что мы вот это вот складываем, переднюю часть. Мы идем, я, наверное, вот так вот сделаю, где у меня будет пояс. Вырежу ровненько, сразу вырежу пояс, чтобы... Так, здесь ткань немножко будет падать. Немножко неудобно, но я срежу. Так, прошу прощения, мне нужно поддержать, потому что там идет такая большой кусок на полу. И вот это вот низ, я дохожу до низа. Выкраиваю. И вот так вот будет у нас. Еще раз вам напоминаю, здесь должен быть прямой угол обязательно. На сантиметра 2 у вас должен быть прямой угол. Обязательно. Не забывайте, потому что это важно. Я перетяну к себе, чтобы мне было удобно срезать. Если вы правильно срезали,
значит у вас будет все правильно, потому что если мы что-то неправильно сделаем, значит будут у нас последствия при нашем дальнейшем шитье. Все должно быть правильно. Так, что я дальше делаю? Я этот кусочек откладываю вниз. Он мне не нужен. Что я делаю? Мне сейчас нужно проверить все боковые швы, чтобы у нас боковые швы, длина боковых швов, она сходилась. Вот так вот мы сравниваем и проверяем боковые швы. Проверили. Ага, у нас боковой шов. Вот здесь вот у нас уже пошло неправильно, потому что у нас длиннее. Что мы делаем? Вот эту вот часть мы подрезаем одинаково с передней части. Обязательно. Что мы дальше проверяем? Мы проверяем шаговой шов. Вот шаговой шов мы, значит, что мы делаем? Мы его немножко неправильно сделали. Вот. Теперь у нас что должно быть? У нас должен быть баланс правильный. У нас должно быть все правильно. Так как у нас брючки почему-то мы так выложили. И что мы делаем? Мы себя перепроверяем. Еще раз возьмем брючки и проверим, что мы неправильно сделали. А мы то что-то неправильно сделали. Вот. Теперь мы проверяем, где у нас полочка. Где у нас передняя часть. Где у нас передняя часть, мы проверяем. Вот, берем и накладываем, что у нас не так. Все, здесь у нас правильно. И здесь правильно. Это низ, вот, передняя часть у нас правильно. Так что же мы неправильно сделали? Мы что-то неправильно сделали. Так, что дальше? Что мы делаем? Это я специально, кстати, сделала так, чтобы не то, что я что-то не так сделала. Я специально это проверяю, для вас показываю, что можно, какие ошибки допустить при этом. Смотрите, что я делаю. Я опять же накладываю вот этот вот шов. И что у меня здесь? Ага, значит, я что здесь неправильно сделала? Я внизу, вот здесь вот неправильно сделала. У меня здесь есть еще подгиб. Вот так вот мы проверяем. Дальше вот так вот переворачиваем. Вот. И вот так вот выводим наш баланс. Все. Вот это вот у нас здесь сходится. Это все у нас сходится. Вот так вот. У нас это все сходится. Этот баланс у меня правильно. Что значит я неправильно сделала? Мы вроде бы вымерили правильно, но у нас идет проблема с длиной. Что значит? Баланс у нас здесь правильный, но с длиной у нас здесь неправильно. Вот эту вот длину, вот что я вам хочу сказать, вы уравниваете вот здесь вот срез, вот верхний, где у нас идет шаговой, вот по шаговому мы это все выкладываем и уравниваем низ. Почему так получилось? Потому что мы что-то неправильно сделали. Смотрите, я опять же накладываю верхнюю часть
вот этой вот нашей брючины. Вот она, длина идет брючины. Вот. И обязательно у нас эта длина идет вот так вот. Вот. Она идет. Вот длина этого. Вот этой вот нашей брючины. Я это специально сделала, не проверила на крое. Ну, так как на крое мы неправильно это сделали, вот, это все не проверили. Во-первых, у меня получилось сзади тоже неправильно. И вот эта длина у меня идет, пошла неправильно. Я вот эту вот часть, вот она часть, вот эта вот, очень-очень аккуратно проверяйте вот эту вот длину. Обязательно. Вот у нас длина идет, и мы это все проверяем. Мы это все проверили, все срезали вот так вот, сделали одинаково. Я это специально сделала, чтобы вы видели, что брюки нужно очень-очень аккуратно кроить. Потому что если мы допустим ошибку, у нас будет перекошена вот это вот на переднюю часть, или на переднюю сторону брючина будет закручивать, или на заднюю брючину будет закручивать. Точно нужно, потому что если мы будем регулировать низ неправильно, у нас все будет идти неправильно. Все. Уравниваем вот так вот низ. Мы уравняли этот низ. Выровняли вот здесь вот. И вот так вот мы эту всю часть будем кроить. Все, значит, я это все перекраиваю, потому что я неправильно разметила. Очень правильно нужно все внимательно размечать. Так как мы неправильно разметили эту нижнюю часть и верхнюю, у нас совместился баланс. Неправильная длина и неправильная. У нас должно быть низ совмещен с этой штучкой. Обязательно. Это я вам специально сделала, что вы, вот видите, как вы вроде бы выложили и все правильно. Нет, неправильно, потому что каждую деталь, каждую длину нужно проверять. Как вроде бы мы обрисовали, но это у нас пошло неправильно. Должен быть бок совпадать с вот этой вот частью одинаково. То есть у нас должен быть низ и вот этот шаговой, он должен быть не перекручен, потому что наша штанина может быть перекручена от и до. Так, сейчас я проверю. 100 раз проверь, 1 раз отрежь. Сейчас я проверю длину и ширину нашей задней половинки. Вот так вот мы проверяем заднюю половинку. И вот оно идет. Вот так вот правильно. И вот так вот оно должно у нас ложиться. Все у нас здесь правильно. Вот длина, видите, длина правильно. И вот эта вот часть, все здесь правильно. Дальше вот таким методом мы проверили заднюю часть, заднюю половинку брюк. Вот видите, все сходится,
все хорошо. Все это правильно. Вот мы проверили, это у нас правильно. Так что длины проверяйте обязательно. Дальше проверяем переднюю половинку. Так как мы убедились, что у нас там все ровно по шаговому шву, вот выкладываю я вот здесь, вот уравнивается вот здесь, вот оно идет передняя часть и идет вот так вот. Все, у нас здесь все правильно, мы выложили, все правильно. Вот так вот оно будет у нас правильно. Тут, конечно, оно вот так вот оно растягивается, и все у нас сейчас идеально. Но это я покроила на ткани, но для вас я вам советую взять бумагу. Есть для кухни пергаментная бумага, есть строительная бумага. Вы можете сделать это вначале на бумаге. Так что я вам показала ошибки. Это я сделала специально для того, чтобы вы видели, как можно неправильно обвести. Как вы это правильно обвели, но вся структура, весь крой, он пошел наискосяк. Так что, мои хорошие девочки, мальчики, девочки, вернее, все мы опять же проверяем. У нас шаговой шов сходится. И когда мы соединяем, то мы соединяем шаговой шов, срез, мы только по низу. Когда мы строчим, мы только начинаем соединять с низа брюк. Обязательно. Потому что, когда насколько оно выходит, настолько оно выходит, оно потом здесь регулируется, если вам что-то не так. Но, в принципе, это нужно обязательно все проверить, чтобы вот так вот брючки ложились. Вот задняя часть, это она больше всегда. И вот этот вот задний шов, он всегда выше передней. Так что никогда не бойтесь, вот в таком вот состоянии оно должно быть. Обязательно у вас не должно быть вот так вот выше там или ниже. У вас все должно быть соответствовать. Этот боковой шов должен быть ровненько, и этот не должен вот так вот, и потом вот где-то вот так вот. Обязательно оно должно соответствовать с низом, выравниваться от низа, потому что, чтобы не было перекосов, чтобы не выкручивала штанина то на переднюю часть, то на заднюю часть. Обязательно, когда это самое строгое правило, так же как с этими уголочками, прямоугольничками, также и с этим. Пояс мы будем так же само. Здесь не очень скручивается, то можно будет под оверлочок. Все это мы разметим, сколько оно в готовом виде. Потом, когда мы соединим, мы уже точно отметим длину пояса. Так лучше работать, когда соединишь и вымерять потом уже длину пояса. Это тоже маленький секрет. Так что брючки готовы. И если вам не устраивает длина, немножко длиннее нужно будет, так как я здесь в длине, считайте, получилось, что у нас пошел срез длины, вы очень аккуратно можете снять выкройку только в начале на бумаге. Кого получится на ткани, то, желательно снять, сделать лекало из бумаги и потом выкроить на ткани. Вам так легче будет. Главное, чтобы придерживаться
шагового шва и бокового, чтобы вот в таком вот состоянии лежал крой. Обязательно, чтобы эта линия и эта линия были, они параллельны и сходились. И вот эти вот линии тоже, они не перекашивались ни в какую сторону. Ни вниз, ни вверх, ничего. Это самое главное правило в брюках. Брюки скроить сложно. Если вы это сделаете, то это будет очень хорошо. Но быть внимательным. У вас все это получится, мои хорошие. Я поделилась своими знаниями, своими идеями и многолетним опытом своим. И мне очень хочется, чтобы вы попробовали. Главное желание и терпение. И у вас все получится, мои хорошие. И даже можно прострочить и на обычной машинке, так как я вам говорила, нужно поменять иголочку на трикотаж, и у вас все получится, мои хорошие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте отметочки нравится или не нравится, это ваше право, но я вложила все свое умение, сердце, свои знания в эти уроки, так как мне хочется поделиться с вами, чтобы вы также смогли, как и я, шить себе изделия. Вы можете, может, у кого-то есть какая-то ткань, где-то может даже и ситца можно пошить штанишки, так что это не обязательно с трикотажа. Вы можете с любой ткани, может, у кого-то есть что-то такое, что лежит или у родственников, или родителей, вы можете себе это сделать. Главное, чтобы было желание, мои хорошие. Я с вами от чистого сердца поделилась своими знаниями, и мне очень хочется, чтобы вы так же само сделали, как и я, мои хорошие. Я хочу вам пожелать всего самого наилучшего, творческих вдохновений, желаний, терпения. И мне очень-очень было бы приятно, если бы вы подписались на мой канал, чтобы видеть. Если вы подпишетесь, вы будете видеть следующие мои уроки и предыдущие. Там много чего можно найти для себя, если вы стремитесь что-то сделать своими руками. У вас все получится, я знаю. Тот, кто стремится, у того все получается, мои хорошие. Даже, а вдруг у вас окажется талант к шитью. Смотря на мои видеоуроки и с такими маленькими секретами, эти маленькие нюансы, они не всегда рассказываются именно в построении этих лекал. Никто не объясняет, по какой причине это нужно придерживаться, этих всех правил. А это очень важные правила. Так что придерживайтесь, мои хорошие, проверяйте 100 раз и 1 раз срежьте. Все, мои хорошие, желаю вам творческого вдохновения, мирного неба. И всем пока-пока, мои хорошие. Всех благ. Посылаю вам безусловную любовь и благодарность. Пока-пока, мои хорошие.